Главные новости сегодняшнего дня. Сотрудники организации «Известные артисты» Вячеслав Малежик и Владимир Винокур в ходе проверки в городе Рязани возбудили второе уголовное дело в отношении губернатора Рязанской области Николая Любимова, который на данный момент находится в следственном изоляторе. На этот раз губернатор Рязанской области обвиняется в получении крупной взятки на общую сумму 300 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Большое несчастье произошло в жизни известной молдавской и советской эстрадной певицы Надежды Чепрага. Накануне, прямо во время музыкального концерта, в результате сердечного приступа ушел из жизни младший сын артистки по имени Иван, молодой артист. Это уже не первая трагедия в жизни Надежды Чепрага за последний год. Еще весной 2024 в результате дорожно-транспортного происшествия ушел из жизни старший сын Надежды Чепрага. Прямо на похоронах отца Филиппа Киркорова, Бедроса Киркорова, которые прошли 2 дня назад на Троекуровском кладбище, был задержан известный российский артист, бывший участник Comedy Club Александр Ревва. Следственный комитет Российской Федерации некоторое время наблюдал за Александром Реввой и собирал необходимые доказательства. Теперь известному артисту придется ответить за свои поступки. На данный момент Александр Ревва обвиняется в открытии незаконных подпольных киностудий и попытке покушения на сотрудников команды Михалкова. У супруги народного артиста Российской Федерации, известного актера Михаила Боярского, Ларисы Лупиан, было обнаружено онкологическое заболевание. Семья Михаила Сергеевича до последнего момента надеялась, что это ошибка. Однако повторный медицинский осмотр подтвердил самые худшие опасения. Как считают лечащие врачи, по всей вероятности, это наследственное заболевание семьи Михаила Боярского, ведь еще несколько лет назад страшным недугом страдала дочь Михаила Сергеевича Елизавета Боярская. В очень непростую жизненную ситуацию попала известная российская спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева. Несколько дней назад во время обследования у Алины Маратовны было обнаружено тяжелое заболевание – бытовой сифилис 2 степени. Алина Кабаева не стала скрывать данную ситуацию и честно поделилась проблемой перед своими подписчиками в социальном блоге. Более того, Алина Маратовна рассказала о предположительной причине тяжелого заболевания. По словам Алины Кабаевой, несколько недель назад в одной из стоматологических клиник города Москвы она проводила операцию по наращиванию зубов. Алина Маратовна считает, что именно там и произошло чрезвычайное событие из-за несоблюдения правил гигиены, безопасности и недостаточной стерильности медицинских инструментов. Полиция начинает расследование работы данной стоматологической клиники, а врачи – лечение Алины Кабаевой. К слову сказать, еще несколько месяцев назад команда Михалкова обвинила Алину Кабаеву в получении безвозмездной ссуды от государства на общую сумму 150 миллионов рублей. Алину Кабаеву должны были задержать, однако в последний момент за известную спортсменку вступились вышестоящие эшелоны властей. Накануне вечером на вдову известного певца-шансонье Михаила Круга, певицу Ирину Круг, было совершено нападение. Это произошло около особняка известной артистки. Ирина Круг осталась жива, но оказалась в больнице. Преступники по горячим следам задержаны не были. Отметим, что еще много лет назад на супруга Ирины Круг, Михаила Круга, также было совершено нападение, и он ушел из жизни. Это произошло 1 июля 2002 года, когда артисту было 40 лет. 2 дня назад в зоне спецоперации погиб известный российский музыкант, участник группы «Земляне», барабанщик Вадим Камалия. 40-летний мужчина был артистом и журналистом.
В зоне спецоперации он пробыл 3,5 месяца. У участника группы «Земляне» осталась супруга и 3 детей. Сотрудники комитета почтили память погибших при трагедии в Крокус-Сити, которая произошла год назад. Отметим, что данное печальное событие коснулось 2 сотрудников организации, известных артистов Константина Хабенского и Никиту Малинина. У Константина Хабенского в результате ЧП погиб сын, а у Никиты Малинина супруга. Известного российского актера Владимира Епифанцева задержали в одном из ресторанов города Москвы за конфликт с посетителями заведения. По данным полиции, Владимир Епифанцев нанес черепно-мозговую травму одному из посетителей. Против актера будет возбуждено уголовное и административное дело. Также Владимир Епифанцев выплатит моральный и материальный ущерб пострадавшему. Трагикомическая ситуация произошла в семье известного музыканта Андрея Макаревича. Андрей Вадимович человек не бедный и совсем недавно на семейный праздник подарил своей супруге экзотическое животное – индийского слона по имени Маффин за 13 миллионов рублей. Однако дорогой подарок не принес счастья, а наоборот стал причиной печального события. Слоны очень умные животные и прекрасно чувствуют истинное отношение человека к себе. Слон по имени Маффин, который обитал в небольшом помещении около особняка Андрея Макаревича, неадекватно повел себя по отношению к супруге известного музыканта, которая хотела его подразнить. Как именно произошла трагедия, достоверно неизвестно, но супруга Андрея Макаревича после общения с слоном была госпитализирована в тяжелом состоянии. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Несколько дней назад большое несчастье произошло в семье известного певца Владимира Преснякова. Ушел из жизни младший сын артиста, а буквально спустя 2 дня после первой трагедии, не выдержав данного горя, скончалась и сестра Владимира Преснякова. Отметим, что главным виновником данной трагедии является старший сын артиста Никита Пресняков, который на данный момент находится в больнице после нападения. В связи с тем, что младший сын артиста и сестра Владимира Преснякова родились в Австралии, их решили похоронить именно в данной стране. На данный момент практически вся семья Владимира Преснякова находится в австралийском городе Сиднее на центральном кладбище, где началась траурная церемония. Надо отметить, что если Никита Пресняков пойдет на поправку, то против него будет возбуждено уголовное дело. В эти минуты в Москве начинается коллективная молитва о главе комитета Никите Михалкове и артистке Марии Шукшиной, которые на данный момент находятся в очень тяжелом состоянии. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Никите Михалкову и Марии Шукшиной, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.